Долина в 2 мили, редут недалече, услышав по коням вперед, долиною смерти, под русской картечью отважно скачут 600. Причем тут кавалеристы и мотоциклы, спросите вы? Это знаменитый Альфред Теннисон. Лучший и любимый поэт королевы Виктории, можно сказать, английский Пушкин. А описывает он события середины 19 века, события Крымской войны. Когда против русских ополчилась в очередной раз вся Европа. К чему я это? А к тому, что именно тогда была образована английская компания BSA – Birmingham Small Arms, которая была заточена на производство оружия. Но уже в начале 20 века эта компания переключается на выпуск мотоциклов. Да каких мотоциклов? Везде. Вместе с английским экспедиционным корпусом эти мотоциклы участвовали во всех конфликтах и побывали во всех горячих точках того времени. Перед вами сегодня жемчужина нашей коллекции — мотоцикл BSA G14 1936 года выпуска, даже в 2 версиях, потому что хорошего всегда должно быть много. Это гражданская версия мотоцикла и военная версия, о которой сегодня у нас будет подробный и интереснейший рассказ, и мы ответим на много вопросов. Ну, например, почему немцы делали мотоциклы хуже, чем англичане в то время? Какой мотоцикл самый худой из военных мотоциклов того времени и какой самый надежный? Присоединяйтесь к нашему повествованию. Нужно сказать, что у англичан получился, если не абсолютно совершенный, то крайне практичный военный мотоцикл для середины 30-х. Да он получился таким практичным, что в 1935 году голландцы, они умеют считать деньги, отказались от закупки военных мотоциклов у компании BMW и переключились на компанию BSA, на модель G14. И этот мотоцикл – плоть от плоти оружия. Вспомним, что компания начинала с производства оружия. В этом мотоцикле, единственном мотоцикле того времени, рама, это основной силовой элемент, напомню, была кованой. Что это такое? То есть детали этой рамы не отливали, это более легкая технология. А в кузнечно-механическом производстве ковали прессами, придавая при этом невероятную жесткость на скручивание и невероятную легкость.
мотоцикл преисполнен практицизма и именно военного практицизма. Аскетичная панель приборов, фара, ничего лишнего, посмотрите, очень немного хромированных деталей. Почему? Чтобы было труднее прицеливаться. Смотрите на руль, смотрите, какие габариты. Не зря я говорил, что мотоцикл худой. Он пролезет в любую военную щелочку.